Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня пятница, 21 марта. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Тысячи людей протестовали всю ночь 21 марта перед офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу в Иерусалиме. Накануне же вечером состоялось заседание Кабинета министров для голосования по вопросу увольнения главы Шабак Ронена Бара. Демонстранты шли маршем от резиденции Нетаньягу к ближайшему офису премьер-министра под проливным дождем. אני רוצה לומר לכם, באתי לכאן הערב חשש ממזג האוויר. מה זה Протестующие также заявили, что выступают против попыток правительства возобновить судебную реформу, а также против провала соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Добавлю, что это уже второй день протестов в Иерусалиме. Пока протестующие вопили на улице, на заседании Кабинета министров началось обсуждение призыва премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу уволить главу Шабак Ронена Бара. Это первый случай в истории Израиля, когда правительство увольняет главу службы безопасности. Нетаньягу сослался на сохраняющееся личное и профессиональное недоверие к Бару, который наносит вред как правительству, так и службе безопасности. Бар не принимал участия в заседании, хотя его и пригласили, однако он направил письменный ответ Кабинету министров. На встрече же присутствовала юридический советник правительства Гали Барав-Миара, которая сообщила правительству, что оно не может уволить Бара, пока не получит рекомендацию от консультативного комитета по этому вопросу. Как нам стало известно, Кабинет министров может попытаться отстранить и саму Гали Барав-Миару уже на следующей неделе. На заседании Кабинета министров министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил свою признательность главе Шабак Ронену Бару за многолетнюю службу стране. Но Саар заявляет, что закон четко устанавливает, что Шабак подчиняется правительству, и правительство может уволить его главу. Цитирую. «Главная причина, по которой я буду голосовать за отстранение главы Шабак Ронена Бара от должности, это его ответственность за провал 7 октября. Ответственность, которую он открыто признал», — говорит Саар, отмечая, что многие другие высокопоставленные должностные лица в сфере обороны и безопасности ушли в отставку. Правительство, с другой стороны, действует только с согласия Кнессета, который может сместить его посредством вотума недоверия, продолжает Гидеон Саар. Тот, кто не понимает разницы между тем, кто определяет ответственность выборного эшелона, народ или парламент, или подчинением профессиональных деятелей правительству или ответственностью перед ним, упустил основополагающий урок о сути демократического правительства, завершает Гидеон Саар. Заседание Кабинета министров по вопросу отставки Ронена Бара должно было начаться в 21:30, но началось в 23 часа вечера. Причиной тому послужили демонстранты. Они своими машинами перекрыли все подъезды к офису Нетаньягу. ואנחנו נעבור את זה לסדר היום! היום זה ראש השב"כ, יום ראשון זה היום. Полиция же использовала молотки и камни, чтобы разбить окна автомобилей, которые блокировали дороги. Заседание Кабинета министров, на котором обсуждалось увольнение Бара, постоянно откладывалось, поскольку некоторые министры не смогли добраться до канцелярии премьер-министра из-за заблокированных дорог. Добавим, что другого способа заставить нарушителей убрать свои авто с дороги не было. Внутри машины сидели пассажиры, которые отказывались подчиняться стражам порядка и освободить дорогу для проезда.
רגע, שנייה, רן, אי אפשר. אחי הגרר פה, עכשיו לוקח אותו. אין לי טלפון. По информации телеграм-каналов, в большинстве машин, которые перекрывали движение, сидели проплаченные граждане Израиля, которые получили финансовое вознаграждение за такую, в кавычках, работу. Деньги уже перечислили, пришлось исполнять работу до конца. Поддерживаете ли вы, наши слушатели, действия полиции Израиля с разбиванием окон машин? Оставьте свои комментарии под этим видео. Видеоверсия наших новостей на YouTube-канале Радио Нария. Там и пообщаемся. Вечером же появилось и заявление от президента Израиля. Многие журналисты назвали его странным, потому что фактически Ицхак Герцог завуалированно выступил против Нетаньяху, не называя его имени. Ицхак Герцог раскритиковал правительство за проведение, цитирую, «раскольнической и односторонней политики», в то время как возобновляются боевые действия в секторе Газа. Невозможно не быть глубоко обеспокоенным суровой реальностью, которая разворачивается на наших глазах, заявил президент в видеообращении. В последнее время были отданы тысячи приказов о призыве в резерв. Немыслимо отправлять наших сыновей на фронт и в то время же проводить спорные шаги, которые усугубляют раскол в народе, говорит президент Израиля. Невозможно возобновлять боевые действия, чтобы выполнить священный приказ о возвращении заложников, и в то же время не прислушиваться и не поддерживать их семьи, которые переживают ад на земле, продолжает президент Израиля. Во время заявления президента Израиля Ицхака Герцога все ожидали, что в студию вот-вот войдет Эйнав Зангаукер, мать заложника Матана Зангаукера, и поддержит президента Израиля. Но этого не произошло. И уже в 2 часа ночи 21 марта появилось сообщение от канцелярии премьер-министра, цитирую: «Правительство единогласно одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о прекращении полномочий главы Шабак Ронена Бара. Ронен Бар завершит свою деятельность на посту главы Шабак 10 апреля этого года или после назначения нового главы Шабак, в зависимости от того, что наступит раньше». Конец цитаты. Министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил новые военные планы в секторе Газа во время встречи с начальником Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эйелем Замиром. Цитирую: «Мы уже видим, что военное давление влияет на позицию Хамас. Мы не остановимся, пока заложники не будут освобождены», говорит министр обороны. В совещании также принимали участие и другие высокопоставленные военные должностные лица. Президент США Дональд Трамп полностью поддерживает возобновление военных действий армии обороны Израиля в секторе Газа, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит после того, как ее спросили, работает ли Трамп над восстановлением режима прекращения огня в секторе Газа. Цитирую: «Президент США ясно дал понять Хамас, что если они не освободят всех заложников, то им придется заплатить адом. К сожалению, Хамас решили играть в медиа-игры с жизнями заложников», сказала Левит журналистам у Белого дома. В это же время бывший заложник Хамас Эли Шараби выступил перед Советом Безопасности ООН в Нью-Йорке, описывая ужасы своего 491 дня в плену у Хамас до своего освобождения в прошлом месяце, а также рассказывая, как международные гуманитарные организации бросили его на произвол судьбы. «Где была ООН? Где был Красный Крест? Где был мир?» спрашивает Шараби членов Совета Безопасности на специальном брифинге. «Каждый день Хамас говорили нам: мир покинул вас, никто не придет», продолжает Шараби. По словам Эли Шараби, заложников мыли 1 раз в месяц ведром холодной воды. В лучшем случае кормили куском лаваша, может быть, глотком чая. Шараби рассказывает, что стал свидетелем того, как Хамас съедали много еды в день за счет украденной помощи ООН, которую они забирали у заложников и мирных жителей.
Держа в руках фотографию могил членов своей семьи, Шараби описывает момент, когда он обнаружил, вернувшись в Израиль, что его жену и 2 дочерей лишили жизни 7 октября. Когда Хамас похитили меня, я крикнул своим девочкам: «Я вернусь, я должен был в это верить». Но это был последний раз, когда я их видел. Я не знал, что мне следовало тогда попрощаться с ними навсегда. «Я здесь сегодня, потому что я выжил и победил», — говорит Шараби. Но этого недостаточно. Я не дипломат, я выживший. Если вы выступаете за человечество, докажите это. Завершает свое выступление Эли Шараби на заседании в ООН. Полиция Израиля вызвала на допрос бывшего главу Шабак Надава Аргамана по подозрению в угрозах в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу, после того, как премьер подал жалобу в полицию, обвинив Аргамана в шантаже. Напомню, что Нетаньягу подал жалобу после того, как Аргаман во время телевизионного интервью пригрозил раскрыть компрометирующую информацию о премьер-министре. Аргаман сообщил в эфире 12-го телеканала израильского телевидения, что у него много информации о Нетаньягу, которую он может использовать. Аргаман предупредил, что раскроет все, что ему известно, если, цитирую, «государство Израиль или я придем к выводу, что премьер-министр решил действовать вопреки закону». Конец цитаты. Напомним, что вчера с ночи 20 марта и на протяжении дня в центре Израиля несколько раз звучала сирена «Цева Адом». Сообщалось, что ночью 20 марта были запуски с территории Йемена. Днем же был залп с территории сектора Газа. Несколько осколков при запуске из Газы упали в районе Ришон-Ле-Циона. Сообщений о пострадавших не было. Но на фотографиях, которые вы сейчас видите в видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Нария, виден как минимум один осколок от снаряда, который лежит на тротуаре. Пока не ясно, были ли осколки ракетами Хамас или это фрагменты перехватчиков. После вчерашнего выпуска некоторые невнимательные слушатели Радио Нария, которые пишут нам постоянно, что в видео нету звука, при этом читают автоматически созданный Ютубом субтитр, добавляя, что в субтитрах есть ошибки, сообщили нам, что как это мы вчера в 6 утра не рассказали о залпе из Йемена. Сообщаем специально для вас, что во вчерашнем выпуске новостей была информация о запуске из Йемена. Внимательно смотрите, что написано на экране. И иногда снимайте кастрюлю с головы. Так лучше видно. Продолжаем выпуск главных новостей Израиля на Радио Нария. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаминеи в своей речи призвал антиизраильских активистов в Соединенных Штатах Америки и Европе усилить протесты против возобновления израильской военной кампании в секторе Газа. Цитирую. «Снова лишают жизни наших людей, разрушают дома и выселяют мирных жителей», говорит Хаминеи в своем обращении. Он добавляет, что недавние атаки США и по хуситам в Йемене также являются преступлением, которое необходимо прекратить. Уже через несколько секунд мы продолжим главные новости Израиля. Призываем вас подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также, если вы смотрите нас по телевизору, отсканируйте телефоном QR-код на ваших экранах. Вся информация, которую мы не можем публиковать на этой платформе, доступна в нашем телеграм-канале. Подпишитесь уже сейчас. Продолжаем выпуск. Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 41-летнего жителя Рамат-Гана Алексея Сокова. В последний раз его видели 19 марта в Бней-Браке. Приметы пропавшего: рост 1,80 м, худощавый, короткие темные волосы. Был одет в черную рубашку и черные брюки. Посмотрите внимательно на фотографию. Если вы увидели Алексея Сокова, сообщите по телефону полиции 100 или же по номеру 03 769 74 43. Также полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Алии Элимелех.
Вечером 19 марта ее видели в Кирьят-Шмуэле. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Приметы пропавшей: рост 1,50 м, стройного телосложения, длинные каштановые волосы. Все, кому что-либо известно о пропавшей, позвоните в полицию по номеру 100 или же по телефону 04 846 44 44. Фотографию Алии Элимелых вы сейчас видите на своих экранах. Видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Нария. Также пропала и 17-летняя Швуд Бати Азулай из Кирьят-Гат. 17 марта она ушла из дома и не вернулась. Подчеркивается, что эта девушка не способна самостоятельно выйти на связь или вернуться домой. Приметы пропавшей: рост 1,60 м, стройного телосложения. Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей Швуд Бати Азулай из Кирьят-Гат, позвоните в полицию Израиля по номеру 100 или же по телефону 08 687 22 05. Пропал и 55-летний Матан Сухман из Рамат-Гана. Последний раз его видели во вторник на этой неделе, когда он вышел из дома в Рамат-Гане. С тех пор его местонахождение неизвестно. Если вы увидели Матана Сухмана, сообщите об этом в полицию Израиля по номеру 100 или же позвоните в полицию Рамат-Гана по телефону 03 769 74 43. Фотографию пропавшего Матана Сухмана вы сейчас видите на своих экранах. Видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Нария. Внимание! В интернете продолжают действовать мошенники, которые делают новости Израиля. Мошенники создают обложки видео своих новостей, чтобы они максимально были похожими на обложки видео Радио Нария. Также воруют названия роликов Радио Нария. Уже в ближайшее время канал мошенников будет заблокирован. А также в наших новостях мы покажем лица мошенников. Обратите внимание, на оригинальном канале Радио Нария на обложке видео указано, что это Радио Нария. Такая же информация есть и на нашем резервном канале. Каждый из вас уже сейчас может поддержать Радио Нария. Напомню, что 80% наших зрителей смотрят YouTube-канал Радио Нария без подписки. Подпишитесь уже сейчас. Нажмите на кнопку «Подписаться». Также под видео нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Также благодарность нашим спонсорам. Их имена вы видите сейчас на своих экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже в воскресенье, 23 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. Шаббат шалом и до встречи.